Что именно обнаружили водолазы на глубине 800 метров в центре Бермудского треугольника в 2023-м? Засекречено до сих пор. Известно лишь, что экспедиция была экстренно свернута, 3 участников отказались от дальнейших погружений, а руководитель группы в официальном отчете написал одно слово — живое. Сонарные снимки показали объект длиной не менее 180 метров. И этот объект двигался. Экспедиция вышла из порта Майами 23 марта 2023. На борту исследовательского судна «Пелагос» находились 14 человек, 8 водолазов, 2 оператора подводных дронов, океанограф Кирилл Вострецов и 3 технических специалистов. Официальная цель — картографирование донных аномалий в районе Банки-Бимини. Реальная цель была другой. За 3 недели до отплытия военный спутник зафиксировал в центральной части Бермудского треугольника тепловую аномалию площадью около 2 квадратных километров. Температура воды в этом пятне была на 7 градусов выше фоновой, без какой-либо геологической причины. Вулканической активности в этом районе не зафиксировано. Подводных гидротермальных источников там нет. Источник тепла оставался необъяснимым. Первый дрон опустили на глубину 400 метров в 6 утра 26 марта. Уже через 12 минут связь с ним прервалась. Дрон стоимостью $280 тысяч так и не всплыл. Второй дрон отправили с другой точки, в 3 километрах от первой. Оператор Денис Харченко позже рассказал, что последнее изображение, которое успел передать дрон, выглядело как темная вертикальная стена, ровная, без текстуры, уходящая вниз за пределы видимости камеры. Он достиг глубины 600 метров и передал изображение дна. Обычный ил, ракушечник, несколько мелких рыб. Но сонар показал нечто иное. Прямо под дном на глубине от 700 до 850 метров фиксировалась плотная масса неизвестного происхождения. Форма вытянутая, асимметричная. Размер около 170 метров в длину и 30 в высоту. Масса не была частью рельефа, сонарный профиль дна под ней оставался ровным. Вострецов исключил версию затонувшего судна немедленно. Ни одно известное судно таких размеров в этом квадрате не регистрировалось. Военные архивы, к которым у него был частичный доступ, также не содержали упоминаний об авариях в этой точке. Объект был либо природным, либо чем-то, о чем не принято говорить вслух. На 3-й день объект сдвинул. Не резко, но примерно на 80 метров за 6 часов наблюдения. Именно это движение заставило капитана Романа Белецкого запросить разрешение на погружение с водолазами. Разрешение пришло через 19 часов с пометкой «Наблюдение без контакта». Водолазы Игорь Савин и Максим Тюрин опустились на 250 метров в паре с подводным буксировщиком. На этой глубине вода стала заметно теплее, они оба отметили это в бортовом журнале. Видимость упала до 3 метров. Савин описал запах. Точнее, не запах, а привкус. Соленый, но с металлическим оттенком, как кровь. На глубине 280 метров оба водолаза зафиксировали инфразвуковое воздействие. Не услышали, а почувствовали давление в грудной клетке, дезориентацию, резкое желание всплыть. Савин позже сказал, что это было похоже на панику, только без причины. Они всплыли. Тюрин больше не погружался до конца экспедиции. Савин погрузился еще раз. Через 2 суток, уже в другой точке, и именно тогда увидел то, что впоследствии отказался подробно описывать в официальном отчете. В частном разговоре, записанном одним из членов команды, он произнес только одну фразу. Это было не дно, это было что-то, что лежало на дне, и оно дышало. Ни шум течения, ни щелчки креветок, ни пение китов, ничего из стандартного каталога океанических звуков. На 4-й день экспедиции гидрофоны зафиксировали звук. Частота составляла 18,4 Гц, ниже порога человеческого слуха, в зоне инфразвука. Но это была не случайная вибрация. Звук повторялся с интервалом ровно в 47 секунд каждый раз. Без отклонений. Акустик судна Павел Зернов провел за аппаратурой 12 часов подряд, не вставая. Он наложил запись на спектрограф и увидел структуру, которую не ожидал. Сигнал содержал внутренние модуляции. Слабые, но регулярные изменения амплитуды, которые складывались в повторяющийся паттерн из 9 элементов. Зернов сравнил запись с базой данных аномальных океанических сигналов, включая знаменитый блип 1997 года и медленный звук 2000-го. Совпадений не нашлось. Сигнал был уникальным. Источник находился на глубине от 700 до 800 метров, в той же зоне, где сонар фиксировал подвижный объект. Триангуляция показала, что сигнал исходит не из одной точки, а из вытянутой области длиной около 160 метров. Это совпадало с размерами аномалии с точностью до погрешности измерений. Вострецов связался с береговым центром в Майами по зашифрованному каналу и передал акустическую запись. Ответ пришел через 6 часов. Продолжайте наблюдение. Ничего не предпринимайте. К судну тем же вечером вышел военный фрегат береговой охраны США. Официальная причина — плановое патрулирование. Фрегат встал в 3 морских милях и не двигался следующие 48 часов. На 5-й день сигнал изменился. Интервал между импульсами сократился с 47 секунд до 23. Внутренние модуляции стали сложнее. Паттерн из 9 элементов сменился паттерном из 17. Зернов зафиксировал также рост мощности сигнала примерно на 30%.
10%. Объект либо приближался к поверхности, либо увеличивал интенсивность излучения намеренно. Именно слово «намеренно» Зернов написал в своем рабочем журнале и сразу зачеркнул. Но страницу никто не вырывал, и на фотографии журнала, опубликованной позже одним из участников экспедиции, зачеркнутое слово читается отчетливо. В ту же ночь трое членов команды независимо друг от друга сообщили об одинаковых ощущениях. Головная боль, ощущение чужого присутствия в каюте, невозможность заснуть. Судовой врач Алина Крот зафиксировала у всех троих повышенное давление и учащенный пульс. Она предположила коллективный стресс. Однако все трое находились в разных частях судна и не общались между собой с вечера. Савин в ту ночь не спал вообще. Он сидел на корме и смотрел в воду. Один из технических специалистов, Артем Голубев, видел его там в 3 часа ночи и окликнул. Савин не ответил сразу. Через несколько секунд повернулся и сказал: «Оно знает, что мы здесь». Голубев решил, что водолаз просто не выспал. Но утром записал этот разговор в личный дневник, на всякий случай. К 6-му дню стало ясно, что сигнал меняется не хаотично. Зернов построил график изменений и обнаружил, что каждое усложнение паттерна следует за действием команды. Первое усложнение — после погружения второго дрона. Второе — после погружения водолаза. Третье — после передачи акустической записи на берег. Объект реагировал. На что именно? На вибрации корпуса судна, на электромагнитное излучение оборудования или на что-то еще? Установить не удалось. Но корреляция была слишком точной, чтобы списать ее на совпадение. Утром 6-го дня компас на мостике показал север на 18 градусов восточнее истинного. Белецкий решил, что прибор неисправен, и переключился на резервный. Резервный показывал то же самое отклонение. Навигационная система спутниковой ориентации работала нормально и подтверждала реальное положение судна, но оба магнитных компаса упорно врали в одну сторону. Технический специалист Голубев проверил магнитный фон на палубе ручным магнитометром. Прибор показал напряженность поля в 2,3 Гаусса, примерно вдвое выше нормального значения для открытого океана. Голубев опустил магнитометр за борт на веревке, показания росли с глубиной. На 30 метрах прибор зафиксировал 4,7 Гаусса, на 50 — 6,1. Глубже веревки не хватило. Источник магнитной аномалии находился внизу, в той же точке, что и сонарный объект, что и акустический сигнал. К полудню начали сбоить остальные приборы. Эхолот дважды выдал глубину в 0 метров при реальной глубине в 840. Видеокамеры кормового наблюдения записали 18 минут белого шума без каких-либо внешних причин. Погода была ясной, помех не было. Спутниковый телефон Вострецова принял входящий вызов с номера, состоящего из одних нулей. Когда он взял трубку, тишина. Ни помехи, ни шум, а абсолютная мертвая тишина длиной в 47 секунд. Ровно столько, сколько составлял исходный интервал акустического сигнала. Вострецов немедленно передал информацию о вызове в береговой центр. Ответа не последовало. Бригад береговой охраны, стоявший в 3 милях, в тот же час сменил позицию и подошел на расстояние 1 мили. Никаких переговоров с командой Пелагоса он не вел. Во второй половине дня Зернов зафиксировал новое изменение акустического сигнала. Инфразвуковой импульс теперь сопровождался слабым высокочастотным компонентом около 22 кГц на верхней границе человеческого слуха. Задумывались, что же еще может скрывать загадочный океан? Пока мы ищем ответ на этот вопрос, вы можете открыть для себя мир нейросетей на нашем сайте playprofi.com. Только сегодня при регистрации по ссылке в описании вас ждет бонус 500 токенов. Не упустите шанс. Именно этот компонент, по всей видимости, объяснял головные боли и ощущения тревоги у членов команд. Воздействие инфразвука на вестибулярный аппарат и высокочастотного звука на нервную систему в сочетании давало именно такую картину. Зернов написал это в отчете и сам же усомнился. Объяснение было технически грамотным, но оно не объясняло синхронность ощущений у троих людей, находившихся в разных частях судна с разной степенью звукоизоляции. В 7 вечера отказал 3-й дрон. Его не опускали, он просто стоял в доке на палубе. Блок управления сгорел без видимой причины. Инженер вскрыл корпус и обнаружил, что несколько микросхем оплавились так, будто через них прошел разряд тока в несколько сотен ампер. Откуда взялся этот разряд? Непонятно. Дрон был отключен от питания и стоял на резиновых подкладках. Савин в тот вечер попросил разрешения на повторное погружение. Белецкий отказал. Савин настаивал. Сказал, что хочет опуститься всего на 100 метров, просто посмотреть. Белецкий спросил, что именно он хочет увидеть. Савин ответил: «Я уже видел. Я хочу убедиться, что это было настоящим». Белецкий снова отказал и внес разговор в вахтенный журнал. Ночью магнитная аномалия усилилась. Голубев, который оставил магнитометр подвешенным за бортом на ночь, утром обнаружил, что прибор намертво приклеился к металлическому поручню. Магнитное поле намагнетило корпус самого магнитометра. Такое возможно при воздействии поля в десятки Гаусс. Для сравнения, магнитное поле промышленного сварочного аппарата составляет около 5 Гаусс. Что-то внизу генерировало электромагнитное поле мощностью, недостижимой ни для одного известного природного процесса на этой глубине.
На 7-й день объект поднялся. Не к поверхности, но значительно выше прежней позиции. Сонар зафиксировал его на глубине 270 метров в 5 часов 40 минут утра. За ночь он переместился вертикально вверх почти на 500 метров. Скорость подъема составила около 1 метра в минуту. Медленно, равномерно, без рывков. Белецкий поднял всю команду по тревоге в 6 утра. Сонарный экран показывал четкий контур, вытянутая масса, слегка изогнутая по продольной оси с неровными краями. Длина по-прежнему около 170 метров. Но теперь объект находился достаточно близко, чтобы попасть в зону действия бортового прожектора при погружении. Савин снова попросил разрешения нырнуть. На этот раз Белецкий согласился. С условием: глубина не более 150 метров. Постоянная голосовая связь, страховочный трос. Савин надел снаряжение за 8 минут. Он ушел под воду в 6:47. Первые 7 минут передавал стандартные отметки глубины и состояния видимости. На 80 метрах сказал, что видимость резко упала. Вода стала мутной, с взвесью мелких частиц. На 110 метрах замолчал на 40 секунд. Белецкий дважды запросил подтверждение связи. На 3-й запрос Савин ответил тихо, почти шепотом: «Вижу тень. Она больше, чем судно». Его немедленно начали поднимать. Савин не сопротивлялся, но трос шел с трудом, как будто что-то создавало сопротивление снизу. Голубев и 2 водолазов тянули вручную. Савин всплыл через 4 минуты. Когда его подняли на борт, он молчал около 2 минут, глядя в воду. Потом снял маску и сказал только: «Оно смотрело на меня». Медицинский осмотр показал норму по всем параметрам, кроме одного. Зрачки Савина оставались максимально расширенными еще 3 часа после всплытия, хотя он находился на ярком солнечном свете. Крот не нашла этому объяснения. Сонар в момент подъема Савина зафиксировал движение объекта. Тот сместился горизонтально примерно на 40 метров, в сторону, противоположную борту, с которого поднимали водолазы. Не к нему, от него. Как будто отступил. В 10 утра камера подводного наблюдения, установленная на киле судна, передала изображение. Запись сохранилась, и несколько кадров из нее впоследствии появились в сети. Размытые, темные, но достаточно четкие, чтобы вызвать спор. На кадрах видна поверхность, уходящая за пределы кадра с обеих сторон. Темная, неровная, с продольными складками или бороздами. Расстояние от камеры до этой поверхности оценивалось примерно в 20-30 метров. Если эта оценка верна, то видимый фрагмент поверхности объекта составлял не менее 40 метров в ширину. Ни один известный биологический вид не достигает таких размеров. Кальмар архитеутис, крупнейший из задокументированных беспозвоночных, вырастает максимум до 13 метров. Синий кит достигает 33 метров в длину. Объект под Пелагосом был в 5 раз крупнее синего кита. Биолог Вострецов смотрел на запись 20 минут. Потом закрыл ноутбук и сказал Белецкому, что им нужно уходить. Не завтра. Сейчас. Белецкий запросил береговой центр. Ответ пришел через 2 часа. Оставайтесь на позиции, ждите дальнейших инструкций. Бригад береговой охраны в тот же момент начал сближение и встал в полумиле от Пелагоса. На его борту появились люди в гражданской одежде. Ни военная форма, ни робы береговой охраны. Вострецов рассмотрел их в бинокль и не смог определить, к какому ведомству они относятся. Объект к полудню снова опустился на глубину 400 метров. Медленно, так же равномерно, как поднимался. Сонар держал его в зоне видимости еще 6 часов. Потом сигнал стал размытым, контур потерял четкость, и к 18 часам объект исчез с экрана полностью. Акустический сигнал прекратился одновременно с исчезновением объекта. Магнитная аномалия спала до фоновых значений в течение получаса. Компасы показали правильный север. Тишина после 7 дней непрерывного инфразвука ощущалась физически. Вострецов провел с записями ночь и к утру 8-го дня составил список того, чем объект точно не являл. Ни кит, ни один вид китообразных не генерирует электромагнитное поле. Киты не вызывают магнитных аномалий, измеримых на поверхности. Киты не производят инфразвук с регулярным интервалом и внутренней модуляцией, напоминающей кот. Не кальмар архитеутис при всей своей малоизученности достигает 13 метров. Объект был в 13 раз крупнее. Не геологическая структура. Геологические структуры не двигаются на 80 метров за 6 часов, не поднимаются вертикально на 500 метров за ночь и не реагируют на действия людей на поверхности. Не затонувший объект искусственного происхождения. Металлическая конструкция таких размеров создавала бы иную сонарную картину. Четкие прямые углы, однородная плотность. Сонар показывал неоднородную структуру с изменяющимися внутренними плотностями. Именно так выглядит живая ткань. Последний пункт Вострецов подчеркнул дважды. Живая ткань. Объект был живым. Размером 170 метров, способным генерировать электромагнитное поле в десятки гаусс, производить направленный акустический сигнал с внутренней структурой и реагировать на внешние раздражители осознанно. Именно осознанно. Потому что случайная реакция не дает такой точной корреляции с действиями наблюдателя. В тот же день Вострецов запросил доступ к архивам Национального управления океанических и атмосферных исследований за последние 50 лет. Конкретно к данным о необъясненных акустических аномалиях в Атлантике. Запрос был удовлетворен частично. Ему прислали открытые данные, которые он и без того знал. Закрытая часть архива осталась недоступной. Но среди открытых данных нашлось кое-что интересное. В августе 1997 года гидрофонная сеть зафиксировала сигнал, получивший название блип.
Мощный, быстро нараставший и затихавший звук неустановленного происхождения. Официальная версия – айсберговое трение. Неофициальная дискуссия в научном сообществе продолжалась годами, потому что характеристики сигнала не совпадали ни с одним известным геологическим или биологическим источником. Частота блипа в нижней части спектра пересекалась с частотой сигнала, зафиксированного Пелагосом. Не совпадала полностью, но пересекалась. Зернов, которому Вострецов показал это сравнение, сказал, что разница в частотах может объясняться возрастом источника. Если живой организм растет, его резонансные характеристики меняются. За 26 лет между 1997 и 2023 организм мог вырасти. И его голос стал другим. Голос. Зернов использовал именно это слово. Вострецов поднял еще один архивный случай. В мае 2004-го рыболовецкое судно «Санта-Клара» вышло из порта Нассау и не вернулось. Обломки нашли через 3 недели в 120 километрах от точки последнего выхода на связь. Корпус был цел, двигатель исправен, груз на месте. Экипаж из 7 человек отсутствовал полностью. Спасательные шлюпки не раскрывались. Следов борьбы не обнаружили. Координаты места находки обломков отличались от координат нынешней позиции Пелагоса на 37 километров. Это могло быть совпадение. Савин, которому Вострецов рассказал о Санта-Кларе, выслушал молча и спросил одно: какого размера было то судно? Вострецов ответил: 24 метра в длину. Савин кивнул и больше ничего не сказал. Но выражение его лица Вострецов описал в личных заметках как понимание, которое хуже незнания. Кадры с килевой камеры тем временем изучал Голубев. Он стабилизировал изображение, увеличил контрастность и обнаружил деталь, которую не заметили сразу. На поверхности объекта, в правом нижнем углу кадра, просматривалась структура, похожая на отверстие. Круглая, диаметром, судя по масштабу кадра, около 3 метров. Края отверстия были ровными, не рваными, не случайными, ровными, как будто сформированными намеренно. Голубев показал кадр Вострецову. Тот смотрел долго. Потом сказал: это не рана и не нора, это орган. Какой именно орган, он уточнять не стал. На 9-й день на борт Пелагоса поднялись двое. Доставил военный катер с фрегата. Оба в гражданском, темные куртки, никаких знаков различия. Один представился как Коллинз, второй не назвал имени вообще. Коллинз говорил по-русски без акцента. Они провели закрытое совещание с Белецким и Вострецовым в капитанской каюте. Длилось оно 1:40. Что именно обсуждалось, ни Белецкий, ни Вострецов впоследствии не раскрыли. Известно лишь то, что после совещания Белецкий вышел на палубу и объявил команде о завершении экспедиции. Возвращение в Майами завтра утром. Все записи, все носители данных, все распечатки подлежат передаче представителям федерального ведомства до отплытия. Зернов успел скопировать акустические файлы на личный накопитель за 40 минут до того, как Коллинз прошелся по каютам с описью оборудования. Накопитель он спрятал в полости корпуса старого фотоаппарата, который взял в поездку как личную вещь. Голубев сохранил стабилизированные кадры с килевой камеры иначе. Распечатал 3 копии и вложил их в разные книги из личной библиотеки. Савин не прятал ничего. Когда Коллинз пришел к нему, водолаз молча указал на снаряжение и пустой. Коллинз осмотрел каюту, кивнул и уже у двери спросил: что именно вы видели на глубине 110 метров? Савин ответил: спросите у тех, кто засекретил архивы за 1997 год. Коллинз не отреагировал внешне, но задержался в дверях на несколько секунд дольше, чем нужно для простого прощания. Архивы за 1997 год. Савин знал о них. Значит, Вострецов успел поговорить с водолазом до совещания. Но Савин знал что-то еще. Это стало ясно позже, когда он в частном разговоре упомянул документ, о котором Вострецов ему не рассказывал. Документ существовал. Его неполная копия появилась в открытом доступе в 2018 через анонимный слив на один из европейских серверов. 42 страницы внутренней переписки между военно-морским флотом США и Национальным управлением океанических исследований за период с 1998 по 2002. Тема переписки в заголовке была замазана, но в тексте несколько раз встречалось обозначение «объект класса B9» и координаты, попадавшие в центральную часть Бермудского треугольника. В одном из писем говорилось о повторных контактах в одном и том же квадрате и о необходимости исключить публичное обсуждение до завершения классификации биологического статуса. Военные уже тогда рассматривали объект как живой организм и уже тогда знали, что контакты повторяются. Второй документ из того же слива содержал таблицу наблюдений за период с 1984 по 1999. 15 лет фиксированных контактов. Всегда в одном регионе, всегда на глубине от 600 до 900 метров, всегда с одинаковыми сопутствующими явлениями. Магнитная аномалия, акустический сигнал, отказ оборудования. Объект появлялся в среднем раз в 18 месяцев. Промежуток между последним задокументированным контактом в таблице и контактом экспедиции Пелагоса составлял 21 месяц. Расписание. Объект появлялся по расписанию. Голубев, который нашел этот слив уже после возвращения домой, подсчитал даты и обнаружил закономерность. Каждый задокументированный контакт происходил в период с марта по апрель.
Экспедиция Пелагоса вышла в море 23 марта. Случайностью это быть не могло. Кто-то из организаторов экспедиции знал о сезонном характере появлений и намеренно выбрал это время. Кто именно знал, Голубев установить не смог. Официальный заказчик экспедиции значился как частный океанографический фонд с регистрацией на Каймановых островах. Фонд был зарегистрирован за 4 месяца до начала экспедиции и ликвидирован через 3 недели после ее завершения. Вострецов после возвращения дал одно интервью небольшому научному изданию, которое специализировалось на океанографии. В интервью он говорил об аномалиях магнитного поля и акустических наблюдениях, не упоминая объект напрямую. На вопрос о природе аномалии ответил: некоторые вопросы наука пока не готова задавать вслух, потому что не знает, что делать с ответом. После этого интервью он перестал отвечать на запросы журналистов. Его университетская страница была удалена в течение 2 недель. Зернов опубликовал фрагмент акустической записи анонимно, 16 секунд инфразвукового сигнала, переведенного в слышимый диапазон. Запись разошлась по тематическим форумам и набрала несколько миллионов прослушиваний за месяц. Комментаторы сравнивали ее с китовым пением, с промышленным шумом, с синтезированным звуком. Ни одно сравнение не было точным. Запись не была похожа ни на что известное. Именно потому, что источник не был известен науке. Савин был не первым, кто его видел. В октябре 2009-го яхта «Меридиан» с экипажем из 3 человек вышла из Бермуд в направлении Пуэрто-Рико и через 2 суток подала сигнал бедствия. Береговая охрана нашла яхту, дрейфующей в 80 километрах от последних известных координат. Двигатель не работал. Не из-за поломки, а потому, что никто не включил. Все 3 членов экипажа были на борту, живы, без физических травм. Капитан яхты Луис Феррейра отказался давать показания береговой охране и потребовал адвоката. Его напарник Томас Брайт говорил охотнее, до тех пор, пока не приехали люди в штатском и не забрали его на отдельный допрос. После этого Брайт также замолчал. 3-й член экипажа, молодая женщина по имени Карен Делл, написала подробный отчет о произошедшем и отправила его в 3 разные редакции. Все 3 редакции отказали в публикации. Делл выложила текст самостоятельно на личном сайте. Сайт был удален через 4 дня. Предположительно, по запросу хостинга, основание не раскрывалось. Но текст успели скопировать, и его фрагменты по сей день циркулируют на тематических ресурсах. Делл описывала ночь, когда яхта внезапно остановилась-то. Не села на мель, просто перестала двигаться, как будто что-то удерживало ее снизу. Двигатель работал, винт вращался, но яхта стояла на мель. Потом из воды у правого борта начало подниматься что-то темное. Не резко, медленно, как поднимается поверхность воды при наполнении ванны. Темная масса поднялась примерно на полметра над уровнем океана на расстоянии около 10 метров от борта и оставалась так несколько минут. Делл написала, что поверхность была похожа на мокрый асфальт. Темная, с мелкими неровностями, без чешуи, без шерсти, без каких-либо видимых структур. Потом масса медленно ушла обратно под воду. Яхта сразу пришла в движение. Ни Феррейра, ни Брайт впоследствии публично не подтвердили и не опровергли рассказ Делл. Феррейра умер в 2015-м от сердечного приступа в возрасте 48 лет. Брайт живет в Канаде и не общается с журналистами. Второй случай относится к 1978-му. Военный вертолет военно-морских сил США выполнял плановый патрульный полет над центральной частью Бермудского треугольника. Экипаж из 4 человек зафиксировал в воде крупный объект темного цвета. Пилот оценил размер как сопоставимый с авианосцем. Объект не двигался и не реагировал на снижение вертолета. Пилот запросил базу. Ему приказали не снижаться ниже 300 метров и немедленно возвращаться. Рапорт экипажа был засекречен. Один из членов экипажа, подвод и бортовой техник Джеймс Коул, рассказал о случившемся в интервью уже после выхода на пенсию в 2003. Коул описывал объект как остров, которого нет ни на одной карте. Но острова не двигаются. Коул добавил, что когда вертолет начал отходить, объект медленно погрузился под воду. На это ушло около 3 минут. 3-й случай задокументирован лучше остальных. В июле 1991-го советская подводная лодка класса «Щука» выполняла разведывательный поход в Атлантике. На глубине 350 метров акустик зафиксировал контакт с крупным объектом. Командир приказал лечь в дрейф и вести наблюдение. Объект прошел на расстоянии около 200 метров от лодки. Медленно, без резких маневров. Акустик описал звук как низкий ритмичный пульс, не похожий на винты или реактор. Контакт длился 40 минут. Потом объект ушел на глубину и пропал с прибором. Командир подводной лодки, капитан 2-го ранга Андрей Лещенко, подал рапорт по команде. Рапорт ушел в главный штаб флота и там исчез. Лещенко рассказал об этом случае журналисту в 2012-м, незадолго до смерти от онкологического заболевания. Журналист опубликовал материал в небольшом российском издании. Материал не получил широкого распространения. 3 случая. 1978, 1991, 2009. Плюс экспедиция Пелагоса в 2023. Один и тот же регион, одни и те же характеристики объекта. Одна и та же реакция властей: засекретить, изъять, заставить молчать.
Голубев свел все 4 случая в единую таблицу и наложил координаты на карту. Все точки контактов укладывались в эллипс диаметром около 150 километров. В центре эллипса не было ничего примечательного. Открытый океан, глубина около 800-900 метров. Никаких подводных хребтов или впадин. Просто вода. И что-то под ней, что возвращается сюда снова и снова на протяжении как минимум 45 лет. Объект вернулся на 10-й день. Пелагос уже готовился к отплытию. Якорь подняли в 5 утра, двигатели запустили, курс проложен на Майами. Коллинз и безымянный второй стояли на корме и ждали, когда их заберет катер с фрегата. В 6 часов 14 минут сонар снова дал сигнал. Объект поднимался. Быстро. Значительно быстрее, чем в прошлый раз. Скорость подъема составляла около 8 метров в минуту. Глубины 800 метров до 200 он дошел за 75 минут. Белецкий смотрел на экран и не двигался. Потом скомандовал полный ход. Коллинз вошел на мостик без стука и встал рядом с капитаном. Смотрел на сонарный экран молча. Потом достал телефон и набрал номер. Говорил тихо по-английски, повернувшись спиной к Белецкому. Закончил разговор, убрал телефон и сказал капитану одно слово: быстрее. На глубине 120 метров объект остановил. Пелагос к тому моменту прошел около 3 километров от исходной точки. Сонар еще держал контакт, размытый на пределе дальности. Контур объекта на экране был неподвижен. Потом он снова начал двигаться, горизонтально, в направлении судна. Скорость сближения составляла около 12 километров в час. Пелагос давал максимальные 14. Разрыв сокращался медленно, но неуклонно. Белецкий запросил фрегат. Тот уже шел параллельным курсом в полумиле. Что фрегат мог сделать с объектом на глубине 120 метров, непонятно. Но его присутствие рядом, судя по всему, давало Коллинзу какую-то уверенность. На 38-й минуте преследования объект изменил глубину. Ушел на 50 метров, почти под поверхность. Зернов, не отрывавшийся от акустического оборудования, зафиксировал резкий рост мощности сигнала в 8 раз за 3 минуты. Инфразвуковое воздействие стало физически ощутимым. Несколько членов команды схватились за поручни, у двоих началась рвота. Магнитный фон скакнул до значений, при которых металлические предметы начали двигаться по столу в кают-компании. Савин стоял на корме и смотрел за борт. Голубев подошел к нему и потянул за рукав. Уйти с палубы, укрыться в трюме. Савин не двигался. Голубев посмотрел туда же, куда смотрел водолаз, в воду за кормой. Вода там была другого цвета. Не синяя и не зеленая. Темная, почти черная, хотя утреннее солнце стояло уже достаточно высоко. Темное пятно двигалось за судном, не отставая. Его края были размытыми. Не четкая граница, а постепенный переход от нормального цвета океана к этой черноте. Пятно было шире кормы судна, значительно шире. Голубев снял происходящее на телефон. 22 секунды видео. Единственная визуальная запись, которую не изъяли, потому что никто из людей Коллинза не знал о ней до возвращения в порт. На записи видно темное пятно за кормой, слышен низкий гул, от которого дрожит микрофон, и слышен голос Савина. Он говорит что-то тихо, почти неразборчиво. При усилении звука различимы слова. Оно не нападает, оно провожает. На 46-й минуте объект остановился. Пелагос продолжал идти полным ходом. Расстояние начало расти. Через 12 минут сонар потерял контакт. Темное пятно за кормой рассеяло. Инфразвуковой сигнал затих. Металлические предметы в кают-компании перестали двигаться. Фрегат береговой охраны сопровождал Пелагос до входа в территориальные воды. В порту Майами судно встретили 4 автомобиля без опознавательных знаков и группа людей с документами на изъятие оборудования и носители информации. Процедура заняла 6 часов. Члены экипажа подписали соглашение о неразглашении. Все, кроме одного. Тюрин отказался подписывать и потребовал адвоката. Что произошло дальше, это неизвестно. Тюрин перестал выходить на связь с остальными членами команды примерно через месяц после возвращения. Голубев подписал соглашение, но видео он удалил с телефона только после того, как скопировал его в 3 разных места. 22 секунды темной воды за кормой и тихий голос Савина. Оно провожает. Вострецов написал в своем официальном отчете, что экспедиция зафиксировала аномалии геомагнитного и акустического характера, требующие дальнейшего изучения. Ни слова об объекте, ни слова о движении, ни слова о том, что оно провожало судно 46 минут на скорости 12 км в час. Отчет был принят. Экспедиция официально закрыта. Результат отрицательный. Но вопрос, с которого все началось, никуда не делся. Что именно обнаружили водолазы на глубине 800 метров в центре Бермудского треугольника? И почему это засекречено до сих пор? Теперь, когда известны все детали, ответ можно сформулировать точнее. Не что обнаружили, а что существует там уже как минимум 45 лет и периодически поднимается к поверхности. Океан покрывает 71% поверхности Земли. Средняя глубина 3800 метров. По оценкам самих океанографов, человечество детально исследовало менее 20% морского дна. 80% терра инкогнита, только вертикальная и заполненная водой. В этом пространстве объемом около 1 миллиарда 300 миллионов кубических километров может существовать что угодно, и никто не узнает об этом до тех пор, пока оно само не решит подняться. Объект под Пелагосом поднимался 4 раза за
45 лет. Возможно, больше. Просто остальные контакты не попали в документы, которые утекли в открытый доступ. Каждый раз он уходил обратно. Каждый раз власти изымали данные и заставляли очевидцев молчать. Это само по себе является ответом на вопрос о природе объекта, потому что геологическую аномалию или затонувшее судно не засекречивают с такой последовательностью на протяжении десятилетий. Зернов опубликовал полную акустическую запись. Все 7 дней наблюдений, не 16 секунд, а полный массив данных, то анонимно, через цепочку серверов, в 2024. Файл весил около 40 гигабайт. Его скачали несколько независимых акустических лабораторий, в Германии, в Японии, в Австралии. Все 3 опубликовали предварительные выводы в течение полугода. Все 3 пришли к одинаковому заключению. Сигнал имеет биологическое происхождение. Источник — живой организм. Размер источника, исходя из мощности и частотных характеристик сигнала, не менее 150 метров. Немецкая лаборатория добавила одно уточнение, которое осталось почти незамеченным в общем шуме обсуждений. Внутренняя модуляция сигнала. Тот самый паттерн из 9, а затем из 17 элементов. При математическом анализе демонстрирует свойства, характерные для языковых структур. Не язык в человеческом понимании, но система, в которой элементы несут различающуюся информационную нагрузку и комбинируются по определенным правилам. Проще говоря, это не просто звук, это коммуникация. С кем или с чем — неизвестно. Савин после возвращения сменил место жительства и перестал работать водолазом. Сейчас он живет в небольшом городе в Сибири и занимается деревообработкой. Единственное интервью, которое он дал после экспедиции. Короткое, анонимное, опубликованное на малоизвестном ресурсе в 2024. В нем его спросили, боится ли он океана теперь. Савин ответил: «Я не боюсь океана. Я боюсь того, что мы делаем с информацией о нем. Там что-то есть. Это не опасно для нас, иначе нас бы уже не было». Но это умнее, чем нам удобно признавать. Последнее, что известно об объекте. В январе 2025-го норвежское исследовательское судно «Фритьёв» зафиксировало в центральной части Бермудского треугольника тепловую аномалию площадью около 2 квадратных километров. Температура воды на 7 градусов выше фоновой, без геологической причины. Судно изменило курс и ушло из района через 3 часа после обнаружения аномалии, по требованию береговой охраны США, которая вышла на связь немедленно. Береговая охрана знала, что искать, и знала, где это искать. Это значит, что они отслеживают объект постоянно, не от случая к случаю, а в режиме постоянного мониторинга. Значит, у них есть данные, которых нет ни у кого другого. И значит, они давно знают ответ на вопрос, который официальная наука делает вид, что не задает. Что живет в центре Бермудского треугольника, они знают. Просто не говорят.